Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Акриста. Вот в такой прекрасный ноябрьский день. Я вещаю из города-курорта, курортной, так сказать, столицы Черногории, города Будвы. И сегодня у нас ноябрь. Вот только я вышел поснимать ролик, рассказать о том, как живет Будва вне туристический сезон, но мне позвонили из доставки мебели, мы заказали здесь стол и сказали, что они ждут нас совершенно не по нашему адресу, не там, где мы живем, а немножко рядом. Вот теперь мне придется садиться в автомобиль и ехать туда, куда приедет машина, чтобы забрать стол. Так что вот такой вот ненавязчивый сервис в Черногории, иногда нужно быть к этому готовым. Ну а в целом, наверное, просто нужно воспринимать это все так, как есть. Пока мы идем домой, я, наверное, вам покажу Будву, которая сейчас в ноябре уже не так полна туристами. Улицы относительно пустые, относительно того, что происходит в сезон. Но, тем не менее, жизнь здесь кипит. Друзья, как вы видите, люди есть на улицах. В большинстве случаев это местные жители, которые часто передвигаются пешком, потому что все магазины, еще какие-то места общественного посещения, кафе находятся рядом. И если ты живешь вот в таком городке, как Будва, то, в принципе, по большому счету, если у тебя не стоит задач по перемещению из города в город, то автомобиль тебе не нужен. Ну, например, в какие-то места, такие как столица страны Подгорица, можно проехать на маршрутке или на автобусе, на каком-то еще транспорте, либо на такси. В частности, такси из аэропорта Подгорицы в Будву, а я пользовался им, например, одним, это было Tesla. И я проехал за 52 евро. Расстояние здесь примерно порядка 65 километров. Вот такой вот городок. Магазины сувениров, как вы видите, открыты. Кафешки в большинстве своем работают. Ничего не закрылось, ну, во всяком случае, пока. Сейчас у нас ноябрь. Может быть, в декабре ситуация изменится. Как всегда, как во всех маленьких городках, наверное, прибрежных, приморских, в которых много туристов, ощущается большая проблема с парковкой. Летом она только усугубляется, сейчас она тоже присутствует. На парковке нужно искать достаточно долго свободное место. Смотрите, какая погода сегодня в ноябре. Природа. Мы здесь ходим в футболочках. Но это только сегодня. Вчера, позавчера было достаточно прохладно и шел дождь. Кстати, друзья, может быть, кто-то из вас отдыхал летом в Черногории, в частности, в городе Будва. У него сохранились какие-то воспоминания, положительные впечатления или еще что-то, чем он хочет и может поделиться. Сделайте это, пожалуйста, здесь, внизу под видео в комментариях. Буду вам очень благодарен. Здесь вот, если вы видите такой значок аптеки, и здесь показывается температура. Я специально остановился, чтобы снять. Время текущее 13:35. И сейчас посмотрим 23.11, сегодняшнее число. И вот мы видим 29 градусов. Кафешечки у нас заполнены. Некоторые, вот видите, закрылись. Я думаю, что в ожидании сезона. Но вот местные жители все равно продолжают посещать заведения. Как вы видите, посадка на террасах близка к полной. И да, друзья, в Будве строятся новые дома. Вот так вот выглядят вот эти постройки. В частности, вот эта новостройка находится на берегу вот такого канала. Он является полноводным только тогда, когда идут дожди. Вот так вот это выглядит. Как я уже говорил, буквально несколько дней подряд шел дождь. Вот еще одна новостроечка. И в один из таких дождей я тоже был
в поездке в Подгорицу. И в горах меня застал очень сильный ливень. Ну, немножко некомфортно ехать, но в целом я привык. Ну и тем временем я сажусь в автомобиль и поеду за столом, который привезли совершенно не по адресу, а на автобусную станцию. Там буду искать водителя. Он приехал в автомобиле, который помечен рекламой этого торгового центра, где я покупал мебель. Поэтому найти мне его будет достаточно просто. Осталось одно — найти автобусную станцию. Я не знаю, честно говоря, где это. Но я думаю, что это недалеко, да и Google мне в помощь. Погнали! А пока, друзья, мы проедем с вами по улицам Будвы, посмотрим, как она выглядит из окна автомобиля. Это не центральная улица, улица жертв фашизма называется. Она ведет как раз к морю, но мы туда не поедем. Ну и ведет на выезд из города. Мы поедем ближе к центру, к автобусной станции, где и будем пересекаться с водителем, которого нужно забрать стол, благодаря тому, что вот такой вот ненавязчивый сервис. Как видите, кстати, автомобили в Черногории ездят совершенно с разными номерами. Вот, например, я впереди, перед нами автомобиль едет на то ли канадских номерах, то ли американских, то ли еще каких-то. Я, честно говоря, не могу разобрать в дороге. Но в целом вот такая вот история. Кстати, достаточно много ездит автомобилей на российских номерах. Сейчас в последнее время, конечно же, эти автомобили увозят, стараются увезти в Россию, но тем не менее они здесь есть, и есть очень много постоянно проживающих жителей, граждан России, которые живут, ездят на российских номерах и, в принципе, ничего при этом не теряют. Круговое движение в Черногории достаточно по-дурацки организовано, то есть знаков никаких нет. Конечно, есть такая тема, что приоритет у тех, кто находится на круге, но тем не менее не все это знают, не всегда уступают, поэтому проезд и кругового движения нужно быть, вот при проезде в круговом движении нужно быть максимально собранным для того, чтобы не попасть в какую-нибудь дурацкую историю. Вот сейчас мы выехали на такую дорогу, которая относительно центральная. Я, к сожалению, не помню, как называется эта улица. Она ведет к центральному большому торговому центру TQ Plaza. Там же находится и автобусная станция, куда мы едем. Ну вот, собственно, сейчас вы можете наблюдать, как это все выглядит. Как выглядит центральная, одна из центральных улиц города Будва. Так, друзья, я немного взмыленный. Забрал стол. Водитель уже, видимо, такой бывалый, и он остановился в том месте, в котором, конечно же, нельзя останавливаться, и мне пришлось нарушить. Я встал вторым рядом, но, тем не менее, что-то делать для того, чтобы забрать стол, нужно. Но это еще не главное приключение. У них как бы такая история. То есть сначала приезжают, привозят стол. Ну, в принципе, во многих странах есть точно такое же. То есть сначала привозят мебель, а потом говорят, что через пару дней приедет человек и будет собирать мебель. Я думаю, что, наверное, я сам попытаюсь собрать этот стол. Я не думаю, что там что-то очень сложное. Единственное, что у меня нет отверток и нет всякой такой штуки. Поэтому, ну вот схожу, куплю в магазин всю эту штуку. Мне, кстати, нужно было еще купить цепи на автомобиль, на колеса. Заодно куплю и цепи. И соберу этот стол сам. В итоге вот такая коробочка. Ну, она примерно 1,10 м, 1,20 м высотой, ну и весом килограмм 30. В общем, скоро соберу и, наверное, покажу, как выглядит вот этот стол, ради которого мы все сегодня это и показывали. Ну, точнее, мы показывали это ради другого, но получилось, что ради этого. Сейчас вот в школе перемена, школьники выкатили все на переменку. Видите, там ларечек, все закупаются всякими вкусностями. И потом продолжат обучение. Детей, как вы видите, очень много русских, очень много русскоязычной речи. Возможно, это не только русские, но и из других стран. Но в целом, как вы видите, что народу достаточно много, несмотря даже на то, что туристов в Будве нет. Ну, вернее, они есть, но их
крайне немного. В итоге, друзья, ну а как же все-таки приморский городочек без моря? Поэтому я все-таки решил сходить на море для того, чтобы показать его вам, как выглядит море в нетуристический сезон, как выглядит пляж в нетуристический сезон. И пока я иду по направлению конечной точки, а именно к берегу, я расскажу предысторию, которая вот, в общем-то, сменила весь лейтмотив ролика. То есть изначально я хотел показать Будву, просто без сюжета рассказать о том, что же здесь происходит вне сезон. Но вклинились вот такие обстоятельства со столом, и пришлось увидеть вот такой вот сюжет. Итак, мы приехали в торговый центр 2 дня назад для того, чтобы выбрать стол. Стол для дочки, ей нужно просто заниматься в школе делать домашние задания, поставить компьютер, ну и в конце концов все равно в любом случае нужно какое-то рабочее место. Мы выбрали стол со второй попытки, потому что в первую попытку у нас непонятно было, что с размерами. В общем, выбрали стол и заказали доставку. Нам сказали, что привезут все через 2 дня. Привезут, естественно, по домашнему адресу. Мы написали домашний адрес, все как положено. Но вчера нам позвонил водитель и сказал, что чуваки, не, по домашнему адресу я не поеду, такую улицу я не знаю. В общем, я приеду к автобусной станции. Ну что в итоге? Мы же не можем сидеть целый день дома, поэтому я решил, поскольку сегодня вот такая хорошая погода, пойти и поснимать для вас ролик о Будве. И в этот момент позвонил водитель. Ну, а дальше вы уже все сами видели. Посмотрите, как красиво выглядят апельсинчики на деревьях. А еще буквально некоторое время назад вот здесь вот очень много росло киви. Но их либо собрали, либо они уже сами осыпались. Вот такие вот апельсинки на деревьях. Собирай, не хочу. Друзья, сейчас мы вот идем по этой центральной улице. Я, к сожалению, не помню, как ее название, но, может быть, я вот здесь его в титрах где-нибудь озвучу. По ней мы ехали по направлению к автобусной станции. И сейчас же по ней мы движемся в сторону моря, в сторону пляжа, где и сможем посмотреть прекрасный вид Адриатического моря в такой вот солнечный, погожий день. И, кстати, вот сейчас я вам покажу дорогу, которая находится над Будвой. Так сказать, та дорога, которая ведет в Будву из Подгорицы, насколько высоко она находится над городом. Вот видите, та полоска примерно посередине горы над крышей дома, который справа крайний. Это и есть дорога. А вот на такой высоте, там вверху в горах, ездят автомобильчики. Вот если видите, я сделал поближе, изменил немножко ракурс. Вы даже можете рассмотреть автомобили, которые там ездят. Уже, можно сказать, окраина Будвы, вот там дальше, в ту сторону, это уже будет населенный пункт Бечичи. А вот в ту сторону как раз будет центр. Как вы видите, движение достаточно такое интенсивное. Не могу сказать, что все сидят дома и ничего не делают. А вот здесь находится теннисный корт, проходят тренировки, люди играют в теннис, и даже сейчас кто-то как раз-таки этим и занимается. Вот это круговое движение, мы его с вами проезжали, когда ехали в автомобиле. Отсюда вот в эту сторону уже идет выезд из Будвы в направлении Бечичи. Вот здесь вот установлена вот такая конструкция из букв со словом Будва. Она разноцветная, вечером подсвечивается, выглядит очень интересно. Наверху дорога, о которой я вам рассказывал. И вот такой вот интенсивности движения. Пешеходов в основном здесь пропускают. В принципе, я пока не сталкивался с проблемами. Но, конечно, головой вертеть нужно по сторонам. На пляж мы входим через парковку. Конечно же, в сезон она более оживленная. Это платная парковка. Вот здесь находится будка, в которой потом происходит оплата места на этой парковке. Ну а сейчас, как вы видите, здесь никого нет. Светит солнышко, гуляют люди. Вот такой вот
аквапарк здесь находится. Все замерло в ожидании нового сезона и наслаждения не сезона. Мне кажется, что даже асфальт устал от количества автомобилей, которое бывает здесь в сезон. Ну вот мы с вами и вышли на пляж. Как вы видите, он сейчас абсолютно не подготовлен к приему отдыхающих. Вот здесь находится такой размыв, который вызван дождями и потоками воды, которые сходят с гор и, соответственно, впадают в море. Но, тем не менее, здесь даже есть люди, которые наслаждаются видом моря, запахом, ну и, соответственно, красотой и мощью Адриатического моря. И я буквально 2 недели назад еще купался. Вот там находится вот такой интересный жилой комплекс. Вот видите, фотографии его можно увидеть в моем инстаграме, на который вы можете подписаться, кстати. Путь к нему пролегает через тоннель вот здесь вот в горе. В принципе, очень достаточно интересное такое место. Если вам интересно, я расскажу о нем поподробнее чуть позже. А вообще, вот ноябрь. Пляж и море. Ну что ж, друзья, вот на этой позитивной ноте я хотел бы с вами попрощаться. Большое спасибо, что просмотрели этот ролик. Так сказать, влились в мои насущные проблемы, посмотрели город. Если у вас появились вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях. Не забывайте поставить лайк видео, подписаться на канал. Я буду вам очень признателен. Просто это помогает продвигать видео. Если вам необходимо узнать о городе Будва что-то более интересное, пишите в комментариях, я обязательно это сделаю. Ну и до новых встреч на канале Акриста. Пока.